Всем привет и здравствуйте, мои любимые, дорогие друзья. Меня немножко видно в зеркало, чтобы не только говорить с картами, но и с человеком, правда? Я светлый маг, поэтому себя не скрываю. Здесь пойдет речь о вот этом субъекте. Это тигр. Наступает год водного тигра, который вступает в права 1 февраля следующего года. И у нас 22 года. У нас здесь вот такой тигр вступает в права, и он будет помогать или мешать некоторым знакам осуществить задуманное. Помогает либо мешает, это уже то, с какими энергиями вы работаете. Иногда то, что мешает, помогает больше, чем то, что помогает. То есть, если что-то мешает, и мы противостоим, и мы такая, знаете, честная борьба, мы добиваемся большего, чем мы полагаемся на помощь. Иногда, полагаясь на помощь, мы пропускаем сам цимус момента достижимого и так далее, достигаемого. Вот такой тигр будет властвовать целый год по китайскому восточному календарю. И здесь пойдет речь о стихиях, потому что это водная стихия. Водная стихия будет наиболее благоприятная. Больше пейте воды, но воды без алкоголя. Вот это очень важно, воды. Много воды в овощах, фруктах, а также просто вода и так далее. То есть водные стихии есть у каждого знака зодиака, но особенно такие знаки, как раки, рыбы и скорпионы. Они будут, вот особо им будет благоприятствовать тигр. Но хочу сказать, что у вас обязательно есть водная стихия в вашем гороскопе, а также все, кто под покровительством Луны. То есть нужно знать, где у вас была Луна в гороскопе. Например, у вас Луна в гороскопе, может быть, была в Овне. Тогда вот именно такая овновская Луна. Но об этом будет другое видео. Луна – это стихия вода. И вот 3 водных знака, а также другие знаки. Если мы имеем дело с земными знаками, тельцы, козероги и девы, то землю размывает вода. Поэтому эти знаки не очень дружат, ну, в смысле стихий. Поэтому этим знакам нужно будет противостоять жизни. Как еще раз повторяю, противостоять жизни иногда легче добиваться желаемого, чем если все способствует. Вот так для знаков Земли. Тигр этот может вам противостоять. Если вы относитесь к знаку воздух, то вода и воздух очень дружат. Я как алхимик вам говорю, как астролог, вода и воздух очень дружат. В воздухе много воды, поэтому воздушные знаки, водолеи, весы и близнецы, вам будет способствовать этот тигр обязательно на вашем жизненном пути, и все ваши задачи он поможет вам решать. Если вы относитесь к стихии огонь, то вода, естественно, не дружит с огнем, поэтому здесь вот тигр в следующем году по восточному календарю очень противоречивое животное, но сейчас об этом через минуту. Если вы относитесь к огненной стихии, вам в любом случае будет покровительствовать тигр, потому что тигр огненный, но он будет противоречиво покровительствовать, он может вызывать вас на какие-то вещи и дела, которые, может быть, вы боялись сделать. То есть он будет открывать для вас возможность расширить свои возможности именно в тех областях, где вы чувствовали, вы недостойны, не можете, нет талантов и так далее. Таланты будут. Ну вот, пожалуй, сейчас буду делать по стихиям. И здесь у меня специальное таро, которое смотрит на год. Это годовое таро. Я специально его купила, чтобы делать прогнозы на год. Называется «Сезоны». Есть у нас такая колода Ленорман, да, по сезонам, а это колода Оракула. И называется она «Сезоны». Вот видите, сезоны. Сезоны мудрой женщины, и это сезон новогодний. Так что приглашаю вас на расклад, мои дорогие. Надеюсь, вы с пользой для себя приятно проводите время. Такая карта была почему-то перевернутая. Это карта медведя. Вот медведь будет тоже покровительствовать. Такие животные, как медведи, тигры, львы. Это очень хороший год для того, чтобы использовать такую энергию победителя, энергию того, кто уверен в своей правоте. Вот энергия медведя будет вам тоже помогать. Итак, смотрим по стихиям, дорогие. Мы идем по знакам зодиака. Начинаем со стихии, конечно же,
Огонь – это овны, львы и стрельцы. Что принесет год водного тигра? И какая энергия вам поможет? Звезда. Вы звезда. Я уже говорила это до того, что случилось со всей Землей. Можно перемотать. Чем прекрасен YouTube, что видео в просмотрах еще, которое я сделала в 2016 году. И там я уже говорила о том, что вы звезда, вам нужно делать свой скафандр, делать свою ауру, не соприкасаться с другими звездами серьезно, потому что каждый человек звезда. И суверенитет, независимость, каждый работает на себя, но вот сейчас к этому все подошло, вы звезда, огненный знак. Вам легко быть звездой, потому что вы понимаете это немного лучше, чем другие знаки. Но, конечно, тигр вам сообщает, что вы звезда, и тигр сделает все возможное, и даже больше, чтобы вы себя звездой чувствовали. Независимо от возраста, кстати, абсолютно никакой эйджизма. Чем старше вы, тем лучше, чем проще вам быть звездой. Это я вам гарантирую, потому что у вас есть свои фишки, свои изюминки, чего нет у других. И, к сожалению, люди в возрасте скрывают это как можно сильнее. Не скрывайте свое естество, находите свой путь, находите то, что для вас работает. И звезда здесь говорит о том, что вы найдете свой звездный путь, то есть откройте в себе такие черты, которыми вы раньше не пользовались. Что такое карма, когда мы не пользуемся то, что наше, а пользуемся то, что вот на поверхности, да? То, что могло перейти из других поколений, это не всегда самое лучшее. Находите то, что ваше. Тигр поможет, водный тигр поможет. Тигр огненный, конечно, он поможет огненным знаком очень сильно, чтобы вы нашли свою звезду. То есть, может быть, дело своей жизни, может быть, человека для любви. Шторм. Но тигр не против, он не боится шторма, да. И шторм – это карта водного тигра, потому что это карта Луны. Водный тигр любит Луну, эта карта, это стихия перемены, это водная стихия. И вы в короне здесь видите шторм. Шторм, да, жизнь не будет прежней для вас, это точно, но этот шторм, он будет очищением от негатива, да, когда после шторма вы очищены. А шторм, знаете, говорит о том, что вы будете вот штурмом брать свою звезду, потому что время уже ушло, когда вам говорили, делай это. Но я много раз говорю, там, самое простое, люди не любят слышать, там, ешь меньше сахара, меньше бокалов вина, больше там протеина или зелени, что кому, кстати, полезнее, у каждого своя составляющая. Меньше верить плохим грустным мыслям, больше оптимизма, больше верить в себя. Ну, верить в звезду нужно, да, и Вифлеемская звезда, вы знаете. Звездочеты, которых потом и обвинили христиане, ну, сказали все, они колдуны, кроме тех, кто видели звезду Вифлеемскому. Вот такой там у них сексизм страшный, ну, в смысле, вы поняли, да, в смысле, что все звездочеты это от дьявола, кроме тех, которые увидели Вифлеемскую звезду. Но вот сами понимаете, до сих пор люди верят вот в этот ужас католический и так далее. Байс, то есть, ну, байс, вы знаете, что такое байс и так далее. Здесь для огненных знаков берите жизнь штурмом, это штормить будет, такой штурмовой год, где будет многое происходить, и берите жизнь штурмом. В общем, перемены будут, когда вы будете сильную энергию использовать, не слабую там, а сильную. Еще вот эта карта Poinsettia называется. Это такие рождественские цветы, которые расцвели по легенде для бедных детей, которым нечего было принести рожденному младенцу кресту к Рождеству в мексиканском городе каком-то, да, не помню каком, или селении. И кусты, которые были такие никакие, на дороге стали вдруг цветами, чтобы они могли эти цветы принести. Красивая легенда, на самом деле Poinsettia, она красная. Красный цвет, ну вы вообще любите огненные знаки, красный цвет. Кстати, огненные знаки есть у всех в карте рождения. У вас все есть знаки. Некоторые больше в мере, некоторые меньше проявляются. Ну вот эта карта, знаете, говорит cast the shadows. Интегрируйте теневое я. Scream silence at them. Scream silence. Ух ты, выражение. То есть
кричите в тишине, да, тишина кричит вам, делай, делай, не думай больше, не сомневайся, делай. Dear witch, дорогая мудрая женщина, what lurks inside transforms into the most beautiful of beauty. То, что внутри вас, и то, что теневое я, трансформируется в самое яркое, талантливое, красивое, прекрасное. Век трансформации. Тигр не будет дважды повторять. Он дает вам уверенность в том, что вы уникальны, красивый, элегантный и так далее. А здесь может быть встреча партнера, здесь может быть карьера пойти, деньги будут. И звезда – это, конечно, крепкий иммунитет. Звезда обязательно. А вот так для огненных знаков, мои дорогие. Смотрим знаки. Воздух. Как я сказала, воздух дружит с водой. Так, что у нас здесь? Все в порядке. 3 карты беру. Snow написано, и написано there is beauty in the divine that settles on thy flesh. Ух ты! Видите, это кожа человека, его материальный мир, биологическое существо наше, да? A magical enhancement bestowed in purity, чистота намерений. Карта невесты, многие из вас станут невестой. Purity, чистота намерений, чистота внутреннего ощущения себя. Вы никакой не грешник, да? Вы чистые и прекрасные, как белый снег. Здесь такой вот, знаете, снежный, что ли, тигр говорит, что перемены, невеста перемены. Это нежные перемены, это перемены в личной жизни для вас, уважаемые знаки стихии. Воздух. The unknown. То, чего вы раньше не знаете, проявится. Think of it and you will stumble. Я перевожу сразу, дорогие мои. Можно купить, конечно, карты без перевода, но это, вернее, с переводом, но это будет не то. Какой-то переводчик перевел карту. Это нереально, потому что оракулы, они в моменте читают, а не откровения, да, поэтому stumble – это спотыкаться. Think of it and you will stumble. Если ты об этом подумаешь, ты споткнешься. Не нужно думать, нужно делать. Вообще тигр, он делает, он вообще не раздумывает дважды. Принял решение, сделал. Уважаемые знаки стихии воздух. For the heart is a ghost upon the unknown. Let it bleed into the depth. Ух ты. Bearing nothing but desire. Вау. Это год огня, год желаний, desire, желаний. И не думай, а делай. И даже не делай, а стремись познать невидимое. Невидимое. Но невидимое – это же 4-е измерение, что сейчас открывается для всех. Вот вы познаете невидимое, откройте свои таланты, и личная жизнь будет у вас прекрасная. Contemplation – это, наверное, период молитвы или по восточному медитация, по-нашему молитва. It breathes in the stillness of all that is. Все в тишине находится. Там нет вот, когда мы не в тишине, у нас мысли идут, часто негативные. Exhaling all that isn't. И нужно выдохнуть того, чего нет ни в тишине, ни во внутреннем, ни во внешнем. Coming from the ends of the stars. Ух ты! Информация приходит от самых далеких звезд. And the highest of the lows. И информация приходит от тех людей или тех событий, которые вы считали низменными, никчемными. Они на самом деле самые возвышенные. Here I gasp for the answers to unfold. И вы хотите, чтобы ответы получить именно в молитве, в медитации, когда вы спокойны и когда вы в мире сами с собой. Вот такие моменты у вас будут в следующем году, которые будут для вас прорывом, мои дорогие. А свободный перевод самый правильный, кто не знает. Там меня хотят поправлять в английском языке. Я же не преподаю английский, но я говорю на нем как дышу. Дальше смотрим. Это будет у нас 3 карты для знака зодиака. Знаков зодиака стихии. Земля. Здесь для стихии Земля. Итак, Земля не дружит с водой, как я сказала. Поэтому для стихии Земля вам не так легко будет, как
вы думали, но через трудности вы к чему-то придете важному для вас. Я спрошу этого тигра, чтобы он открыл для стихии Земля правду вашего года. Юль-лог – это вот такой праздничный лог. Лог – это такая деревяшка такая, которая горит в камине, да, или у нас есть шоколадный лог, такой шоколадный тортик на праздник, свечи горят. В общем, праздновать будете много в этом году, уважаемые знаки стихии Земля. Insert me with bleeding thought. A sacred creation birthed from thy. Ух ты, какая-то поэтика такая, чуть ли не Шекспир, да. Говорится, что вот этот лог, это дерево, которое дает тепло, оно говорит, что пусть это дерево осветит внутренний свет, даст вам, да, где sacred, то есть священное место, где происходит creation birth, это где происходит творческое рождение вас самой. Ух ты, какие слова. I am God. Да, у нас есть искра Бога у всех. I am Goddess, искра божественной силы женской и мужской. I am creation and the creator. Это действительно мы часть творения Творца, но тоже сам Творец в нас живет. И вау, здесь духовное откровение для земных знаков. Turning inward. Здесь, вот видите, вы даже не имеете лица. То есть это не важно, какое у вас внешнее лицо, подумайте о том, как у вас внутреннее, нужно его найти. Inside this veil of bone and flesh. Внутри вашего тела, вашего костного скелета есть вы настоящее. I lay my soul to sleep. Я хочу, чтобы моя душа отдыхала. All the truth within thy breath have come to greet me. Ничего себе, Шекспир буквально. А слова-то эти к Шекспиру не относятся. А Лоррейн Андерсон, очень-очень умные люди, написали красиво. То есть нужно погрузиться... Как я уже это говорю? Я говорю своими простыми русскими словами. Развить себя – это не то, что вы не развиты. Нужно новые дорожки в вашем внутреннем мире развивать. И ключ к счастью у вас всегда есть в кармане, а дверь к счастью открывается изнутри. Ну вот это на моих словах то же самое. Dove Medicine – медицина мира. Вам нужна такая медицина, чтобы мир был в доме, на работе и в душе. Если есть мир в душе и на работе, будет много денег. Если на работе есть скандалы, препятствия, тяжелая работа, которая разбивает здоровье, такие деньги никому не нужны. Написано «Thy wings are thick and strong». Крылья голубя очень крепкие, да. I see, for they have battled the most unforgiving winds. Самые такие непростительные, то есть самые сложные ветра, самые сильные ветра могут покоряться голубю. Голубь, кстати, очень сильная птица, сильнее орла, кто не знает. Орел, он парит, он использует гравитацию, левитацию, он не любит работать, он такой, знаете, потребитель. А вот голубь, он, конечно, работник. И вы будете много работать по этой карте в будущем году. Be proud. Be free, my child. Это вам говорит тотемный голубь. Гордитесь тем, что вы живете. Будьте свободны в своих решениях. Go on, soar like never before. И продолжайте летать и мечтать, и ваши мечты будут исполняться. Вот это класс, знаки Земля. Класс. Я предлагаю смотреть для всех знаков, всем смотреть. И выберите та стихия, которая у вас ведущая, выберите ее как основную. Остальные подсказки вспомогательные. Так интересно, что вот это зеркало купила в Айки, и оно, смотрите, как оно классно может какие чудеса делать, да? Дальше мы смотрим для стихии вода. И для вас, конечно, тигр этот будет очень-очень-очень благоприятный. 3 карты для стихии вода. Ну, любимые тотемные животные. Reindeer medicine. Это reindeer, олень такой, да?
И это именно reindeer, это рождественский олень, который летать умеет. Journey into the depths of your soul. Двигайся по направлению внутрь своей души, но когда ты движешься по направлению внутрь души, ты тоже движешься навстречу своей мечте. Ух, как классно. An awakening of sights revealed. И пока ты будешь двигаться по направлению к душе своей, к центру своей души, ты будешь тоже открывать новые берега во внешнем мире. И они будут открываться, новые sights, это ты будешь видеть новое, что будет перед тобой. It is time for no time at all. Это правда. Сейчас время перехода. Такого времени никогда не было раньше, потому что мы переходим в следующее, 4 измерение. И написано for all it presently here. For all it's presently. Presently это в наше время, это необычное время. Водные знаки, вы сможете добиться результатов, каких вы раньше не добивались. Ну и опять вот видите, с чего расклад начался, тем расклад и закончился. То есть расклад, конечно, будет сбываться и приносить вам пользу. Здесь такое. Это у нас тотемный медведь. То есть он символизирует власть. Может, у кто-то будет повышение по службе иметь. А тотемный медведь символизирует силу. Он символизирует, что вы босс, что вы управляете всей своей жизнью. То есть медведь под стать тигру. Видите? И еще у нас есть wise man. Вот как такой wise man. Да, давайте прочтем, что тотемный медведь говорит. There is no tomorrow without the healing of the past. For in stillness you shall find yourself right where you are. Опять stillness, видите? Знаете, в японской культуре, если у человека сильные эмоции, у нас он харизматичный или жизнь веселая, а у них, если у человека сильные эмоции, такие волнения, это болезнь. Ее нужно лечить. Человек эмоционально должен быть спокойный. И именно на этой карте написано, что медведь спокойный, тотемный медведь спокойный. И именно в этом спокойствии есть сила, чтобы все сделать в правильном моменте. Когда мы волнуемся, мы не можем действовать. Когда мы волнуемся, мы не можем думать. А вот когда мы спокойны, как этот медведь, мы правильные решения принимаем. Это точно. Класс. Давайте посмотрим этого умного мужчину. Ну, wise man, скорее всего, просто умный человек. И он говорит вам, if it wasn't for the familiar songs that echo through my spine, I would have lost what is lost and never found my purpose. Это какие-то такие слова поэтичные, мне так нравятся, и даже переводить не хочется, потому что там такая глубокая поэтика. Написано, что да, но это идет речь о поддержке рода, конечно, вас, да, это мудрые люди, кураторы вашего рода, и их песня, то есть их голос звучит у вас в вашем spine, это там, где формируется кровь, родовая кровь. И вот родовая кровь, это зов родовой крови. Вы почувствуете, уважаемые знаки вода, стихии вода, зов родовой крови, чтобы знать, что делать, куда идти. Угу. Вау. И как Христос когда-то сказал, кстати, то же самое сказал, что родиться опять, нужно умереть для мира, типа, да, и забыть то, что твоим ограничением является, да, как Христос сказал, что если бы ты имел веру, ты бы вот приказал этой горе передвинься, она бы передвинулась в другое место, в какое ты хочешь. То есть наши ограничения только в нашем неправильном отношении к себе и в неверии в себя. И здесь об этом как раз, что все, что вас ограничивает, это то, что вы сами себя ограничиваете. И когда вы перестанете верить в свои ограничения, тогда вы найдете purpose. Purpose — это найдете смысл жизни. Класс! Вот такие послания, мои дорогие, от этого тигра. Это тигр стихии вода. Он благословляет год, благословляет все знаки.
И сейчас через это послание я действительно вызвала его дух, и этот тигр вам помог получить очень нужные рекомендации. В 2 словах, очень все по делу, как у меня обычно, на предстоящий год от водного тигра. Давайте я вам покажу, где я. Вы, наверное, знаете, где я. Это Ванкувер, Канада. Кто не знает, меня зовут Лена. И я из Ванкувер, Канада. Но это не важно, где мы. Ну, конечно, важно в том смысле, что это наша студия здесь. Вот это моя студия. Вы, наверное, были у меня дома. Я не скрываю, белый Макс никогда не скрывает. У меня здесь есть очень много видео, где я даже показываю свое жилище. Это важно, чтобы вы знали, с кем вы имеете дело, кто я и так далее. Ну, вот такие послания от тигра. Будем видеться. Всем добра, любви, счастья и до новых встреч, мои любимые, дорогие друзья. Пока-пока, всего хорошего. Увидимся скоро. Приходите для того, чтобы отдохнуть и получить рекомендации звезд. Пока-пока.